Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах, и я Оля. И рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, смотрите видео, гуляйте по каналу. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. И, естественно, я надеюсь, что видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, свои комментарии, подпишитесь на канал, чтобы не потерять его. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда будут новые видео на моем канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, вам отдельный привет. Спасибо огромное. Вы моя большая группа поддержки. Не устаю говорить каждое видео. Вас очень много. Вы с разных стран, с разных городов, с большой фантазией, с большими классными идеями, теплыми словами. Спасибо вам большое. Я к вам с новым узорчиком, вот с такими ниточками новыми для меня. В плане таком, что я из Alize Baby Wool вязала, в принципе, но вот именно в такого вот секционного окрашивания я не вязала. И мне очень интересно посмотреть, как будет переход цвета именно в крючке. То есть не спицами, а в крючке. И мы с вами сегодня сделаем небольшой образец. Пусть это будет бактус от угла. Схема прилагается. Так? Схема ходит по интернету. Ну, автора я не знаю. Автор найдется, обязательно подпишу. И мы обязательно ориентируйтесь на схему, и я буду показывать, как это провязывается. Угу. Продублирую схему в Инстаграме обязательно. Все как всегда. Итак, что же это за ниточки? Новички, кто не знает. Это получается у нас моточек небольшой, 50 грамм, 175 метров, в составе 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. Угу. Очень приятная на ощупь ниточка. Не зря она называется Baby, да? Смотрите, производитель рекомендует, берите крючок от единички до троечки. Я беру троечку, так? Вот моя рабочая лошадка. Я хочу, чтобы немножечко такой более воздушный был бактус, да, такой вот платочек. Поэтому беру крючок потолще. Если хотите вязку поплотнее, значит крючок берите потоньше, да. В общем, правило, как всегда, стандартное, ничего нового. Итак, давайте начнем. Получается, сначала у нас идет со светлой ниточки. Будем смотреть, как будет происходить переход. Итак, ориентируемся на схему, да, и вяжем. Итак, петельку фиксации вначале сделали. Все как всегда. Дальше. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот в эту самую первую петельку, которая у нас была, да, вводим крючок вот в эту косичку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. И сюда же еще один столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. У нас первоначально получился вот такой треугольник. То есть вязание начнется именно от этого угла и будет постепенно расширяться. Угу. Итак, дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. И сейчас и в последующие все ряды мы будем с вами провязывать столбики с 2 накидами. Угу. Договорились? То есть все столбики у нас будут именно с 2 накидами. 2 накида. И теперь наша задача сделать 3 пары столбиков с 2 накидами. То есть мы в каждый предыдущий столбик будем провязывать по 2 столбика. Вот эти 4 петельки подъема — это имитация столбика с 2 накидами. То есть это первый столбик. Угу. Сюда же вводим крючок и провязываем второй столбик с 2 накидами. Опять 2 накида в следующий столбик. Провязали первый столбик из пары, так скажем. Второй столбик сюда же. И получается, вот в эти 3 петельки подъема, которые у нас были в первом в этом, да, ряду, мы за третью петельку вот так вот беремся и провязываем столбик с 2 накидами 1, столбик с 2 накидами 2. Вот. У нас получается вот такой вот небольшой, как бы, треугольничек, и он постепенно с нами будет расти. Угу. Далее провязываем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. И вот здесь на начальных рядах просто будьте внимательны. Итак, 2 накида и сюда же, откуда у нас были, получается, 4 петельки подъема, мы сюда провязываем 2 столбика с накидом. Понятно? То есть у нас будет такая не пара, получается, а 3 столбика выходят из верхушки одного столбика. Понятно, да? Вот. 1, 2, 3. А дальше последующие столбики, а их должно быть 5, мы провязываем по одному. Итак, 1 столбик с 2 накидами, 2 столбик с 2 накидами, 3 столбик с 2 накидами, 4 столбик
Так, 4 столбик с двумя накидами. И в петельке подъема, то есть в четвертую петельку подъема, вводим крючок и провязываем пятый наш столбик с двумя накидами. Все, получается, растет треугольничек, да, перехода пока мы не видим. Дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И сейчас мы с вами провяжем 4 столбика с накидом, ну, по одному, да, то есть на каждом столбиком будет по одному столбику. Итак, 2 накида. Раз, столбик с накидом. 2 столбик, вернее, с двумя накидами, да, как мы с вами договаривались. 3 столбик и 4 столбик. По итогу вместе с 4 петельками подъема, да, вот с этими петельками, у нас получается 5 столбиков с накидом. А дальше получается 3 пары столбиков. Раз, два. И вот эту петельку подъема за четвертую, да, то есть раз, два, три. Вот эти 3 пары будем провязывать по 2 столбика. То есть за верхушку беремся раз столбик с двумя накидами. И сюда же второй столбик. Вот вам и пара. Угу. Дальше. Вторая пара. Раз, два. И третья пара. То есть вот в четвертую петельку подъема вводим крючок аккуратненько и провязываем первый столбик из пары и сюда же второй столбик из пары. Все. Вот мы с вами провязали 3 пары столбиков с двумя накидами. Угу. Видите, получается у нас с одной стороны будут столбики обычные, так, обычные, а с этой стороны у нас будут прибавочки. Они будут по парам, мы будем здесь провязывать с этой стороны увеличение. Угу. Так будет расти наш треугольничек. Так. Дальше 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И сюда же мы делаем первую пару наших столбиков. Здесь получается у нас будет с вами 3 пары. Так, первая пара. За второй столбик вторая пара. И за третий столбик третья пара. А остальные, получается, столбики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мы провязываем обычными столбиками с накидом, с двумя накидами. То есть без вопросов здесь прибавок у нас не будет. Прибавки у нас произошли в начале ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и за четвертую петельку подъема вводим крючок и провязываем 8 столбик с двумя накидами. Вот. Угу. Видите, с этой стороны у нас увеличение идет, а с этой стороны краешек ровненький. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. И провязываем с вами 11 столбиков с двумя накидами. Итак, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так,
И получается у нас здесь же первый был от 11, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Вот. Дальше. Последние 3 столбика с 2 накидами провязываем по 2 пары. Итак, раз. И сюда же второй столбик. Первая пара готова. Вторая пара. Раз. Столбик с 2 накидами. И сюда же 2. И в третий получается столбик. Вот это наши 4 петельки подъема. В 4-ю петельку ввели крючок. И точно так же провязываем 2 столбика с 2 накидами. Раз. И сюда же 2. Угу. Вот, видите? Краешек ровный. А этот краешек так вот. Чик-чик-чик, и немножко заворачивается. Так, продолжаем дальше. Опять 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. 2 накида. И провязываем в самом начале вот эти 3 первых столбика парами. Угу. Раз пара. Дальше во второй столбик вторая пара. Раз, два. И в третий столбик третья пара. То есть несложно, да? Поняли? То есть получается у нас с одной стороны всегда 3 пары столбиков с 2 накидами. Все. Остальные столбики провязываем с вами до конца, получается, ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И последний вот этот вот 4 петельки подъема будет 14. Итак, 14 столбиков с накидом провяжите, а здесь я вас встречу. Договорились? Давайте вы справитесь самостоятельно. Так, ну что, я надеюсь, у вас получилось. Итак, смотрите, вот мы провязали первые 7 рядочков. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Угу. Теперь по узорчику, по схеме, да, нам необходимо что сделать? 8 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И поворот. Далее присоединяемся сюда же, к этому же столбику, соединительной петелькой. Раз, вытянули петельку и тут же ее провязали. Оп. Это у нас будет такая как бы дизайн-завлекалочка. Угу. Дальше провязываем с вами еще также соединительными петельками 8 таких же столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И по итогу у нас получается, что мы должны будем провязать дальше. Тут начинается как бы наш новый такой вот виточек. Точно такой же будет треугольничек. Начинаем провязывать 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И дальше точно так же провязываем до конца ряда столбики с 2 накидами. И не забываем, что последние 3 столбика, да, мы провязываем парами. Итак, раз столбик с 2 накидами, 2 столбик с 2 накидами. Кстати, вы заметили, да, что происходит переход цвета? Я балдею, когда происходит переход цвета, честное слово. Так, и вяжем, вяжем до конца, вяжем, вяжем до конца. И последние 3 столбика оставляем, потому что мы там будем провязывать с вами попарно, да, по 2 столбика с 2 накидами. Так, вот раз, два, 3, остался последний столбик с 2 накидами. Так, и вот последние 3 столбика провязываем парами. Раз столбик, сюда же второй столбик. Вторая пара. Раз столбик, сюда же второй столбик. И третья пара за 4-ю петельку подъема. Аккуратненько берем и провязываем. Раз столбик и сюда же второй столбик. Вот.
Вот такую вот мы ступенечку с вами сделали, да, видите? Все, теперь будем, когда обратно возвращаться, мы будем уже довязывать вот именно до 4 петелек вот этих вот подъема. Понятно? Итак, все то же самое. То есть, опять же, 4 воздушные петельки. 3, 4. И опять же провязываем первые 3 пары. Провязываем по 2 столбика. Да? Раз пара. 2 пара. И 3 пара. Угу. А дальше до конца получается, да, вот до 4 петелек вы провязываете просто обычными столбиками с 2 накидами. Вот смотрите, как бы вязание здесь несложно, вы уже знаете, да, дошли здесь вот до конца ряда, да, потом возвращаетесь обратно, здесь последние 3 пары провязываете по 2 столбика с накидом. Точно так же начинаете ряд, опять провязываете 3 пары и доходите до конца ряда и так далее, и так далее, и так далее. Ваша задача, так надо будет провязать 6 рядов. То есть первый мы провязали, второй мы начали, да, и еще 4 ряда. Всего 6 рядов. Угу. Как только провяжете 6 рядов, я здесь вас встречаю. Договорились? Давайте, самостоятельно, потому что, ну, несложно. Верно же? Смотрите, какая будет красота. Встречаемся с вами, получается, как только провяжете 6 рядов. Раз, два и еще 4. Так, девчат, получилось у вас? Надеюсь, что получилось. Итак, мы как вы договаривались, провязываем 6 рядов, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. Смотрите, у меня уже переход цвета произошел. Класс. Все. А теперь мы с вами сделать должны точно такую же вот такую загигулечку, завлекалочку, да? И вернуться соединительными петельками точно так же. Итак, помним, да? 8 воздушных петелек. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Поворот. Угу. И сюда же, где мы начинали вот эту всю цепочку, мы вводим крючок, вытягиваем ниточку и сразу же протягиваем через петельку на крючке. Раз. И дальше точно так же делаем соединительные петельки. Еще 8 вот таких вот столбиков. Итого у нас получится 9, да? Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И первоначально вот эта вот петелька это 9. Есть. Теперь смотрите внимательно. Начинается как бы новая ступенька, да, и немножечко узорчик будет по-другому. Итак, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поднялись, да, на ряд. А теперь по узорчику 1 воздушная петелька. 2 накида и 1 столбик мы пропускаем. И в следующий столбик мы с вами провязываем наш столбик с 2 накидами. То есть мы формируем окошечки. У нас сейчас с вами будут формироваться окошечки вот такие вот для красоты. Опять 1 воздушная петелька, 2 накида, столбик 1 пропускаем, в следующий столбик провязываем опять столбик с 2 накидами. То есть ничего сложного. Угу. 1 воздушная петелька, опять столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с 2 накидами. Тут просто в первом ряду будет небольшое как бы уточнение. Итак, воздушная петелька, 1 столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами. Есть 1 воздушная петля, столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля, опять пропустили 1 столбик и столбик с 2 накидами. Воздушная петля, пропустили столбик, следующий столбик с 2 накидами. Воздушная петля, опять пропустили столбик, следующий столбик с 2 накидами. Так, не забываем, что мы здесь 3 столбика, раз, два, 3, да, оставляем для того, чтобы провязать в них по парам, да. Итак, остается последняя воздушная петля и последний столбик с 2 накидами. 1 пропускаем вот таким вот образом. И в этом ряду мы делаем сразу же, переключаемся на 3 пары. Угу. В последующих рядах вы увидите, что вы будете делать еще 1 воздушную петельку и только потом переключаться. А в этом ряду мы сейчас делаем вот таким вот образом. Так, первая пара провязана, вторая пара и третья пара. Так, ввели крючок, вытянули ниточку,
нашу четвертую петельку подъема. То есть все как всегда. Так, вот видите, наши окошечки сформированы. Далее делаем опять 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И опять первые 3 столбика, мы провязываем парами. Первая пара. Сейчас, секундочку. 2 накида. Первая пара. Вторая пара. И третья пара. То есть этот край у нас неизменным остается всегда, неважно, окошечки вы делаете, либо обычные столбики делаете. То есть первые 3 пары мы все время провязываем. Дальше. 1 воздушная петелька. Угу. И здесь мы, получается, 1 столбик пропускаем, в следующий столбик мы провязываем столбик с 2 накидами. То есть формируем окошечки, продолжаем. 1 воздушная петелька, следующий столбик 1 пропускаем, следующий провязываем столбик с 2 накидами. Далее повторяем, видите, будут точно такие же окошечки. Воздушная петля и столбик в столбик. Угу. Воздушная петля, столбик в столбик. Воздушная петля, опять столбик в столбик. И так далее до конца ряда. То есть вообще несложно, да? То есть сам принцип запомнить, что 1 воздушная петелька, 1 столбик с 2 накидами. И мы все время один край нашего ряда провязываем по 3 пары столбиков с 2 накидами. Все. И ничего сложного нету. Давайте довяжу с вами до конца. 1 воздушная петелька. Формируем окошечки. 1 воздушная петелька. Столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. Здесь внимательно, да? Получается, у нас здесь 5 столбиков, 5 воздушных петелек было. 1 петельку пропускаем. И в следующую петельку ныряем. Так вот, в косичку. И провязываем столбик с 2 накидами. Все. Возвращаемся. 1, 2, 3, 4. Так. И опять 5-я петелька по узорчику. Точно так же. Столбик в столбик. Воздушная, воздушная. Угу. Столбик в столбик. Видите? Вот такие вот окошечки будут формироваться. Вот. И здесь получается вот так вот вы шли, столбик, столбик, воздушная, воздушная, да? Не забываем, что здесь у нас 1, 2, 3 пары мы провязываем. То есть здесь у вас, смотрите, окошечко будет столбик с 2 накидами, воздушная, столбик с 2 накидами. Здесь будет воздушная, здесь столбик с 2 накидами. Поняли, да? И потом сразу же 3 пары. Понятно? Вот. И все. Вот это вот единственная такая вот особенность. Самое главное, чтобы вы следовали вот с этим всем окошечком. Смотрите, здесь получается точно так же. Должно быть 6 рядов. Так? То есть мы с вами, получается, окошечки провязали первый ряд, второй ряд. Дальше, получается, мы начали 3-й ряд. И вам необходимо будет еще провязать дополнительно еще 3 ряда. Итого у вас должно быть получиться 6 рядочков с окошечками. Справитесь? Я думаю, что справитесь. Давайте. Встречаемся, получается, когда провяжем 6 рядочков. Давайте. Так, девчат, смотрите. Провязали, получается, еще 6 рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. И теперь наша с вами задача сделать вот точно такую же загигульку, вернуться обратно, да? Сделать, получается, точно такую же одну ступенечку. Давайте вместе сделаем. Итак, 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворот. Угу. И сюда же провязываем столбик, соединительную петельку, вернее. Так. Вот, у нас получилась такая загигулька. А потом получается, вот мы столбик с вами провязали и возвращаемся обратно. Еще 8, так скажем, петелечек провязываем. Давайте вот так вот, соединительная петелечка. В арочку 1, в столбик 2, в арочку 3, в столбик 4, в арочку 5, в столбик 6, в арочку 7 и в столбик 8. Верно?
И получается вместе с первой вот этой петелечкой у нас получается их 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Все. А дальше, девчат, смотрите, вы делаете все точно так же. Провязываете опять 6 рядов, да? Вот как мы с вами здесь провязывали в самом начале. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Так? То есть не как самое начало. Тут немножечко начало было другое, да? А точно так же провязываем. Один раз сделали ступенечку. Второй раз сделали ступенечку. И на третий раз делаем сеточку. Поняли? То есть столбики с накидом раз ступенечка, столбики с накидом 2 ступенечка. А потом будет сеточка третья. Понятно? И так далее. Опять столбик с накидом, ступенечка, столбик с накидом, ступенечка, сеточка 3. Понятно? То есть через каждые 2, получается, 2 ступенечки у вас будет сеточка. Надеюсь, понятно объяснила, да? Хотя, с другой стороны, вы можете для себя сделать совсем по-другому, иначе. То есть у вас будет ступенечка из столбиков, ступенечка из сеточки. Ступенечка из столбиков, ступенечка из сеточки. Будет тоже шикарно, да? Вот. Давайте провяжем. Сколько, так скажем, возможностей, да, у вас будет, сколько желаний у вас будет. Я еще немножко повяжу, и я хочу показать вам, в принципе, что может получиться в итоге, потому что дальше я хочу показать переход цвета. Угу. Тоже должен быть еще переходик. Это очень интересно, как это будет выглядеть именно в крючке. Давайте встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите, я связала, получается, весь моточек, потому что процесс очень увлекательный. Вот, я решила все-таки до конца посмотреть, как будет переход цвета. Ну, в принципе, прикольно, да. Учитывайте, что столбик получается с 2 накидами. Если с одним накидом, переходы будут чуть подлиннее, да, то есть столбики будут чуть поменьше. Вот такая вот получается красота. Понятное дело, что, так скажем, экспериментальным путем надо будет определить, сколько моточков еще необходимо будет. То есть тут в зависимости от того, сколько оборотов вокруг шеи вы захотите сделать, да, то есть какой он должен быть по объему. Так, у меня получается из моточка одного, да, получилось вот таких вот ступенек, секций по 6 рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и начало чуть-чуть 8-го. То есть 7 секций по 6 рядов. Если это же, так скажем, плотность вязания, если этот же крючок, такая же, так скажем, пряжа, то есть вот таким вот образом. Вот. Красота. Я думаю, красота. Но, естественно, же понимаете, да, что с каждым рядом, получается, увеличивается на 3 столбика каждый ряд. И в дальнейшем здесь, скажем, вот это вот расстояние будет, ну, скажем, я так хочу, чтобы было, ну, может, возможно, даже метр. Вот. На будущее я обязательно его довяжу и выложу, что у меня получилось в Инстаграм. Так что, если что, заглядывайте. Договорились? Вот. То есть вот такая вот красота. Если приблизительно померить в сантиметрах, да, сколько получилось от самого начала, то есть она же, ну, как бы по кругу закругляется, да, то я просто немножечко так вот прямо приблизительно проведу. Так, взялись, держим, передвигаем. То есть это вот приблизительно 66, если вот так вот смотреть. Интересно, вяжется легко, непринужденно. Я думаю, что и вам понравится. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Возможно, кто-то уже с пряжей работал, возможно, кто-то вязал уже бактусы и так далее, как в носке, как в стирке, да? То есть пишите. Будем проводить такой диалог. Вот. И, естественно же, нажимайте подписаться, кто еще не сделал. Впереди много интересного. И на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появится новое видео. Не забывайте делиться со своими друзьями и подружками. Под видео находится стрелочка. Нажимайте на стрелочку и можете спокойно поделиться. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.